Вступление. Генерал без боя. Представьте, что Наполеон Бонапарт родился не в 1769 году, а в начале 2000-х. Не на острове, сформированном революцией, а в мире, сформированном Wi-Fi, спутниками и глобальными рынками. Никаких лошадей, никаких пушек, никаких армий, растянувшихся по Европе. Вместо этого небоскребы, алгоритмы, ядерное сдерживание и социальные сети. Смог бы он все равно подняться к власти? И если да, каким правителем он стал бы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять главное. Наполеон был не просто военным гением. Он был мастером восприятия, скорости и амбиций. А эти качества не исчезают со временем. Они адаптируются. Часть первая – формирование современного стратега. В XVIII веке Наполеон поднимался по военной карьерной лестнице. В 21 веке его поле битвы выглядело бы иначе. Скорее всего, он блистал бы в элитных университетах, в военных академиях нового поколения, на факультетах политологии или, возможно, в сфере анализа данных и кибербезопасности. Его феноменальная память и одержимая работоспособность сделали бы его грозным соперником в любой конкурентной среде. Он был не просто храбрым, он был аналитиком. Он изучал рельеф, логистику, мораль войск. Сегодня этим рельефом стали бы цифровая инфраструктура, общественное мнение, финансовые системы и геополитические союзы. Вместо топографических карт – аналитические панели. Вместо передвижения дивизий – координация стратегических коммуникаций и экономического влияния. Он быстро понял бы главное о современном мире. Власть измеряется не территорией, она измеряется влиянием. Часть вторая – алгоритмы как артиллерия. В эпоху Наполеона решающим преимуществом была артиллерия. Сегодня алгоритмы, социальные сети влияют на выборы, финансовые алгоритмы двигают рынки за секунды. Информация распространяется по планете за минуты. Современный Наполеон овладел бы этими инструментами. Он создал бы мощный цифровой образ, тщательно выстроенный для вдохновения и укрепления авторитета. Каждое публичное выступление было бы просчитано. Каждое заявление частью долгосрочной стратегии. Он прекрасно понимал силу символов. Его коронация была актом демонстрации силы и самостоятельности. Сегодня он бы создавал визуальные образы и медиаповоды с не меньшей точностью. Но здесь появляется первое серьезное препятствие. Часть третья – прозрачность как новое поле боя. Наполеон правил в эпоху, когда власть могла укрепляться без постоянного общественного контроля. Сегодня лидер находится под круглосуточным наблюдением. Каждое решение анализируется. Каждая ошибка фиксируется. Каждая слабость становится вирусной. Смог бы человек с таким сильным и непреклонным характером выжить в культуре абсолютной прозрачности? Возможно, да. Он умел действовать в кризисе. Но современные кризисы отличаются. Военная ошибка сегодня может означать ядерную эскалацию. Экономическая – глобальный финансовый шок. Непродуманное заявление – международный скандал. Пространство для ошибки стало минимальным. Часть четвертая – от завоеваний к союзам. Наполеон расширял империю через завоевания. Но в современном мире прямое завоевание практически невозможно. Международное право, экономическая взаимозависимость и ядерное сдерживание ограничивают масштабные конфликты. Поэтому он бы адаптировался. Вместо аннексии территорий – доминирование в торговле. Вместо контроля границ – контроль над логистикой и технологиями. Вместо армий – стратегические коалиции. Мягкая сила стала бы его главным инструментом. Но возникает вопрос – может ли завоеватель по своей природе принять сотрудничество? Часть пятая – проблема личности. Главная сила Наполеона была одновременно и его слабостью – безграничная амбиция. Он не знал меры, и в итоге это истощило его империю. В 21 веке чрезмерная амбиция столкнулась бы с институциональными барьерами, демократическими механизмами, международными организациями, общественным контролем. Он мог бы попытаться централизовать власть, попробовать обойти ограничения. Но современные системы выстроены так, чтобы сдерживать абсолютную власть. Уважал бы он эти границы? Или попытался бы их сломать? Во втором случае его ждала бы изоляция, санкции и масштабное сопротивление. Часть шестая – технологический император. Есть и другой сценарий. Что если современный Наполеон выбрал бы не политику, а бизнес? Представьте его во главе глобальной технологической корпорации. Способность быстро мобилизовать ресурсы, жесткая дисциплина, стратегическое мышление. Он мог бы создать революционные технологии, развивать искусственный интеллект, реформировать инфраструктуру. Вместо командования армиями – управление командами инженеров. Вместо захвата территорий – захват рынков. Но и здесь характер сыграл бы решающую роль.
его жесткость могла бы вдохновлять или вызывать конфликты. В современном мире лидерство требует гибкости и эмоционального интеллекта, а не только силы воли. Часть 7. Ядерная реальность. В эпоху Наполеона поражение означало ссылку. Сегодня ошибка может означать катастрофу. Ядерное оружие меняет природу амбиций. Стратег должен думать не только о победе, но и о предотвращении необратимых последствий. Современному Наполеону пришлось бы учитывать кибервойну, спутниковую разведку, экономические санкции. Он должен был бы научиться сдержанности, и, возможно, именно это стало бы главным вызовом. Часть 8. Миф и легенда. Наполеон создавал свою легенду через искусство и пропаганду. Сегодня миф формируется через медиасистему. Поддержка сторонников, документальные проекты, цифровые платформы. Но современная харизма нестабильна. Внимание публики быстро переключается. Скандалы распространяются мгновенно. Смог бы он удерживать долгосрочное влияние в мире, где каждый день рождаются новые лидеры мнений? Часть 9. Главный вопрос. Если бы Наполеон жил сегодня, он почти наверняка стал бы заметной фигурой. Его интеллект, уверенность и масштаб мышления никуда бы не исчезли. Но стал бы он императором? В буквальном смысле нет, в символическом возможно. Современные империи – это сети, финансовые потоки, данные, альянсы. Тот, кто управляет ими, обладает властью не меньшей, чем монархи прошлого. Наполеон всегда умел адаптироваться. Но смог бы он научиться сдержанности? И, возможно, главный вопрос не в том, смог бы он покорить современный мир, а в том, позволили бы мы ему это сделать. А что думаете вы? Оставляйте комментарии и пишите, кого бы еще хотели видеть в наших видео. А также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.